Мы в прямом эфире. Добрый вечер, приветствую. Здравствуйте, Антон Михайлович. Здравствуйте, зрители и слушатели Видоврата ТВ. Сегодня четверг, День Гуру. И Антон Михайлович любезно демонстрирует, как работает сила знания на практике, показывая и объясняя основные закономерности в разных жизненных ситуациях, за что я ему очень благодарен. А я благодарен за вопросы, потому что задавать вопросы – это тоже важно. В данном случае я хотел бы начать с такой тоже как бы интересной темы. Мы уже задевали этот вопрос о начале любого дела и о том, что в ведической традиции Ганеша или Ганапати является первым, к кому обращаются. То есть даже до того, как обратятся к Богу непосредственно то есть обращаются первым к Нему. Ну, то есть их было как бы, ну, этот вопрос частично освещался, но вот еще проводилось наблюдение за вот тем, как складывается действие, если ты обратился и если ты не обращался, да? То есть как бы этот, ну, просто уже как бы такое ну, внутреннее наблюдение, да, то есть и также это проверялось особенно хорошо вот на обстоятельствах хуже заметно. А, например, когда ты или играешь на гитаре, или изучаешь какое-либо знание, даже не обязательно духовное, то, ну, духовное в данном случае имеется в виду связанное с абстрактным, а не с материальным, Угу. то, конечно, там прям явно видны результаты. Это прям, ну, сильно ощущается, и, ну, как бы КПД, производительность или оперативная память, или, ну, как бы, ну, на порядке выше, на порядке лучше. Вот, могли бы вы прокомментировать, вот почему на обстоятельствах вот практически, ну, редко можно увидеть, а вот в этих более тонких таких сферах, как творчество и, ну, изучение, да, то есть это прям, ну, сильно прям простраивает сам процесс, как является на самом деле прям ощутимо краю, ну, камнем, ну да, как бы на котором все стоит. Спасибо. Дело в том, что когда мы говорим о конкретных результатах, и их мы называем по-разному: обстоятельства, ситуации, последствия, в какой-то мере, может быть, плоды, да, эффективность, интенсивность. Это все в какой-то мере мы оцениваем, ну, практически или конкретно в виде объектов и измерений. И это то, что подразумевает конкретику. А там, с одной стороны, все вроде понятно. Успех, результаты, время, там, скорость, интенсивность. Но не всегда, когда этого больше, это означает лучше. То есть, с одной стороны, это объектно или объективно. И нам кажется, так тут все понятно, что лучше. Как вот писали раньше на, на каких-то соревнованиях, да? Во-первых, привет участникам соревнований. Во-вторых, быстрее, выше, сильнее. И нам кажется, так все понятно. Чем быстрее, тем лучше. Чем сильнее, тем лучше. Тем выше, это лучше. И там конкретный, ну, вот это победа, да. Вот. И поэтому, если мы начинаем оценивать последствия действий, нам трудно различать эти две оценки по внутреннему состоянию или по внешнему результату. Вот. И теперь мы говорим, что прежде чем что-то сделать, действие, серьезное начинание, важное дело, мы хотим к этому подготовиться и потом оценить результаты, последствия этого действия. Вот. Как мы подготавливаемся объективно и субъективно, так и оцениваем мы объективно и субъективно. Вот. И поэтому, если мы подготавливаемся субъективно, то есть обращаясь к высшим силам, абстрактным, тонким, божественным, небесным, а оцениваем результаты объективно, то получается у нас расхождение, ну, в подходах и в системе координат. Если я хочу конкретных результатах, допустим, там больше заработать, я изучаю маркетинг, рынок, рекламу и оцениваю доход финансово. Если я хочу получить опыт,
внутренние ощущения, иногда даже что-то более высокое, чем ощущение, а состояние сознания. Тогда я по этому критерию субъективно оцениваю и подготавливаюсь не объективно, не тело тренирую и даже там не личность, а я тренирую свое восприятие, осознание, чувствование, ну, там, как минимум, способность видеть и оценивать. Вот, и поэтому, если мы говорим, что мы как бы скорее идеалисты, чем материалисты, тогда для меня важны субъективные, человеческие результаты, как минимум в виде ощущений и опыта, а как максимум в виде осознания, понимания. Вот. И тогда я готовлюсь к этому точно так же субъективно, обращаясь к проживаемым силам, как вот высшие силы можно проживать, или к осознаваемым силам, как высшие силы и Бога нужно осознавать. И оцениваю также результат. Поэтому вы правильно сказали, если я хочу прочитать молитву, прочитать мантру, что-то созерцать, чтобы очистить свое восприятие и пробудить свое сознание, тогда, скорее всего, я, скажем, идеалист, или, говоря красиво, духовный человек, а не материалист. Вот я как готовлюсь, так потом и оцениваю. Вот. Если это что-то внешняя жизнь, понятно, что есть математика, физика, экономика, там бизнес, там конкретные вещи, там важны уже объективные науки. Тогда и готовлюсь к этому объективно, собираю информацию, обращаюсь к авторитетным источникам фактов, собираю сведения и логически это интерпретирую и оцениваю результат точно так же. Тут чаще всего у людей это возникает, не то что ошибка или запутанность, а несоответствие некое. Вот, несоответствие, когда в одной сфере мы применяем другие инструменты. Допустим, там духовность мы оцениваем по объективным критериям. Или наоборот, что-то объективное, там решение задачи физики или математики, мы пытаемся применять интуицию. Антон Михайлович, благодарю вас. В данном случае спасибо. То есть, как бы понятно, что к этой системе координат подобная мера не прилагается. Другими словами, то есть как бы там объем сложно будет там измерить сантиметрами, да, а не кубическими сантиметрами. Да, тут даже не вопрос меры как количество, а вот, допустим, я что-то попробовал, сделал, и у меня не получилось. Так может быть потому и не получилось, потому что я, прежде чем это сделать, обратился к высшим силам, они узнали, что это собираюсь сделать, посмотрели, что мне это не нужно, и каким-то образом меня от этого уберегли. Вот, то есть отрицательный результат, неудачный эксперимент, ошибка в отношениях, приведшая к тому, что я в них не вступил. Вот. Не всегда можно считать негативным результатом по сути. Хотя, как бы, с точки зрения привычности мышления, у нас что-то не получилось. Так может быть, в этом как бы и правильность, да, что оно и не должно было получиться, а поэтому не получилось. Нет, в данном случае я же говорю, что получается, что все равно прикладывая такую меру к подобным параметрам, то есть, скажем так, то, что мы наблюдаем, не то, что не объективно, а есть несоответствие между этим. Что вот важно. И поэтому как бы в этой сфере не может быть настолько однозначного результата, как например, в тех сферах, в которых это творчество и изучение, в которых это явно ощутимо. И вы еще также указали такой момент, также было проверено, например, утром ум там еще может как-то неспокоен, да, после какой-то там разминки или занятий каких-то. То есть и как бы насколько больше требуется времени, если ты почитал, если ты не читал мантру, намного больше требуется времени, и может даже до конца не выйти практика твоя, то есть ты не совладаешь со своим умом. И что если мантра прочитана, все равно, даже если не на полностью всю практику, то хотя бы в этой практике обязательно будет вот это вкрапление, если так можно сказать. Благодарю. Да, тут получается такое некоторое, может быть, назвать его парадоксом или противоречие, сомнения в нашем понимании. Вот
люди, которые реально осознают различные типы сил, они скажут, конечно, мы привыкли к внешним силам. Финансовая сила, социальная сила на нас влияет больше. Мы с этим свыклись. А какие-то природные силы подавляются этим. Допустим, там у людей есть природное желание кого-то куда-то послать или даже убить, сексуальные инстинкты, но они подавляются социальными силами в виде этики, морали, законов государства, административного кодекса. Вот. Потом мы говорим, что есть еще более абстрактная сила, чем ощущаемая, проживаемая в виде личностного отношения, инстинктов, желаний, ощущений. Это сила осознания. Вот. И Бог находится не во внутренней ощущаемой реальности, тем более не во внешней социальной, в виде там, конфессий, церквей, религий. Он находится в осознаваемой реальности. И тогда, если мы даже идеалисты, а не материалисты, мы говорим, что, наверное, самое эффективное обращаться сразу к высшей силе. Она же самая высшая. И как бы сразу идти к президенту. Или там, может быть, сейчас в наше время это неудачный пример. Сразу идти к правителю, да, даже государь словом. Сразу идти к главному, да. Но не всегда, что это так. Почему есть это очень много мудрых старославянских выражений «на Бога надейся, а сам не плашай». То есть если у меня готовится какой-то бой, битва, вот, я молюсь Богу, но не занимаюсь физическими упражнениями. Конечно, обращаюсь к высшей силе, но я что-то упустил. Я на Бога понадеялся, а сам оплошал или облажался. То же самое, более нам конкретные понятия. Я готовлюсь к чемпионату по шахматам. Я молюсь, да, там занимаюсь практикой, но я изучаю шахматы, тренируюсь и играю. Готовлюсь к спортивным соревнованиям, боевым искусствам, к выступлению. Я молюсь, у меня есть эта практика, но тем не менее это вход в это нарабатывание навыков. Но в основном я тренируюсь. И обращение сразу к высшей силе не может мне это заменить. И вот эти вот народные мудрости, на Бога надейся, но и сам будь адекватным и как бы тренируйся, да, нам об этом напоминает. И тогда возникает сомнение, так что зачем-то нужна высшая сила, если я полагаюсь на навыки, тренировки, развитие, там, как сказать, ту сферу, где я работаю, зачем тогда нужна? Она является некоторым таким основой, фундаментом, на котором настраивается все остальное. Сейчас еще такой пример приведу. Понятно, что нужно готовиться к той реальности, с которой я сталкиваюсь. К физической нужно готовиться к физически, к объективной нужно готовиться интеллектуально, но при этом все это мной решается, осознается, оценивается, воспринимается в виде осознания того, что происходит. Если само осознание нарушено, не идеально, не так развито, то сами вот эти уже конкретные действия, их плоды, они будут не лучшими. И на примерах же как бы нам понятно, вот есть какой-то эффективный способ действия, допустим, игры на гитаре, да, или какая-то техника, упражнение, или есть хорошая тренировка, занятие, и я могу как-то это не осознать, не заметить, даже забыть. А я утром готовлюсь к тренировке. Я сижу там 20 или 40 минут, молюсь, медитирую, читаю мантру, и во мне в осознание приходит, что а сегодня во время тренировки нужно сделать вот это. Я забыл некоторые упражнения, я ослабил внимание к какому-то аспекту развития навыков. Или во время игры я забуду какой-то важный принцип, да, вот. И я подготавливаюсь, чтобы ничего не упустить важного. И тогда я не отказываюсь уже от конкретных действий, их плодов, как внутренних, оживаемых, проживаемых, ощущаемых, так и внешних конкретных. Но я это правильно осознаю и наилучшим образом действую в этих полях. То есть мое сознание позволяет мне иметь некоторую такую основу или фундамент, на основании которого я и разумен, принимаю решения, действую и получаю плоды. Вот. Если всего этого нет, то и оценка будет неверной, и решение может быть ошибочным, и огромное количество усилий могут быть направлены не туда. Благодарю вас.
тут еще тоже такой момент хотел бы добавить, что ну, фактически, ну, Ганапати или Ганеша как бы связывают ну, с, ну, как бы, ну, с силой, которая ну, по качествам ну, очень похожа и на силу гуру. То есть по каким-то атрибутам, то есть это как, например, да, ну, по легенде о происхождении Ганеши, то есть у него голова не человека, а слона. То есть и он тут ну, как бы напоминает немножко Кету в этом отношении, то есть который, ну, как бы возвышенный, отреченный, ну, вот если так можно сказать, да, очень преданный. То есть, и получается, что как бы, ну, как бы и на изображениях, то изображены грахи на пальце у Ганеши. Ну, часто, ну, как бы такой попадается еще мотив на... То есть, и вот хотелось, ну, вот также услышать ваш, как бы, комментарий, как бы, в каком отношении, что первое, во-первых, к нему обращаются первым, и, по сути, это как бы обращение через звук, и это, опять же, отводит нас к силе гуру. Это сила, которая на всех изливает благо и благознание, да, то есть, прежде всего. То есть и это также показывает. Ну и опять о отрешенности и о параметрике. Спасибо. Ну, и если бы у него было какое-то другое имя, а не Ганеша, Ганапати, но все равно бы обращались к некой подобной сущности, то результаты были бы подобные. Но вот я думаю, есть не одно такое существо или сущность, сила сознания, аспект мироздания, который называется Ганапати и Ганеша. Есть как бы подобные существа, которые делают что-то аналогичное. И, допустим, так вот сложилось в ведической традиции, что это он. Ну и, в принципе, это хорошо. Вот. Но, допустим, если возьмем какую-то другую традицию, вот, что он показывает? Что нужно начать с того, что мы готовимся к действию и сразу в него не входим, не вступаем в, не только в действие, а в принятие решения. Когда появились первые компьютеры, вот я не помню, какой это был год, ну не знаю, 87-й, там еще были IBM, AT. Я купил один из первых компьютерных журналов, и там было такое золотое правило. Прежде чем что-то сделать, нужно хорошо подумать. И потом описывалось, как правильно купить компьютер, там IBM, AT, да, вот. И там такой человек умудренный, вот, он думает долго, какой же компьютер купить, сколько там нужно быть памяти. То есть прежде чем что сделать, нужно хорошо подумать. И нам кажется, что это, ну, пораскинуть интеллектом, собрать информацию и потом что-то делать. Нет, нужно подумать еще, как бы сказать, еще более что-то первичное. Нужно подумать, а в чем суть этого, для чего это делаю, с каким смыслом, как я это буду использовать, а не какие мне нужны параметры. Вот. И, допустим, если мы возьмем славянскую традицию, там такой известный есть персонаж, казак Мамай, вот, который все время о чем-то думает. Вот он сидит и думает, и он напоминает о том, что прежде чем что сделать, нужно о чем-то подумать. У него есть конь, оружие, даже какие-то там напитки, у него есть музыкальный инструмент, но он постоянно изображается в одном изображении, не на коне, не с этим напитком, не играющий, хотя бывает, наверное, играет, но в основном он сидит и думает. И он напоминает, прежде чем что сделать, нужно подумать, а имеется в виду подумать на уровне хотя бы разума, а еще лучше осознанности. Нужно осознать, что происходит, кто я такой. То есть я там дух или материя, я человек как плоть или человек как сознание, что я собираюсь сделать. Вот. И тогда возникает основа для того, чтобы понять, кто я, почему я это делаю, я это осознаю, я это правильно вижу, может возникнуть видение, предвидение, иррациональные ответы, как бы предсказание последствий того, что происходит, без объяснения причин.
Потом возникает какое-то разумное решение, которое я проверяю интеллектом, и потом начинаю действовать, получаю плод. Вот, и поэтому вот это вот обращение Ганапати, Ганеши или аналог казака Мамая, который сначала подумает, а потом идет там в бой или на что-то еще, она напоминает, что нам нужно сначала подготовить себя, подготовить окружение или поле, осознать, кто я такой, что я собираюсь сделать по большому счету, то есть с каким смыслом. Вот. И тогда уже и рациональность лучше работает, и интеллект это может подтвердить более адекватно, и решение будет правильным, и будут правильные последствия. К сожалению, глубоко я не могу вам ответить на этот вопрос сейчас, потому что я не исследовал аналоги Ганеш или Ганапати в различных культурах, традициях, философиях. Если мы это сравним, как разные народы его называли, как они его изображали, да, допустим, в каких-то же странах нет слонов, и тогда, скажем, человек злой слона не подходит. Хотя для тех, кто знает такой слон, это очень мудрое, очень сильное и одновременно незаметное деликатное животное, которое при огромной массе движется незаметно, тихо, беззвучно. И вот эта фраза «слон в посудной лавке», она ошибочная. Он может пройти между деревьями, между веток и ничего не зацепить. То есть при огромной силе, мощи, энергии, можно сказать, возможностях, он очень деликатный, очень внимательный, тонкий. Он может там, ну вот если поставить ему там два дерева и пронести предмет, который еле-еле входит, он не коснется. Он идеально чувствует пространство. Вот, поэтому, но в Индии, допустим, где слоны используются и как, скажем, ну, работники, да, какие-то инструменты, он очень подходит как вот идеальная сущность, знающая пространство. Вот, но поэтому, чтобы понять, почему выбрали такого, ну, скажем, символического представителя в Индии, нам нужно сравнить, что же сделали другие люди. Вот, но то, что он напоминает гуру и кету, я согласен, да, то есть главное, что у него от гуру, это не только то, что он помогает принять правильное решение, он мудрый, знающий, понимающий принципы, устраняющий препятствия, да, это тоже делает гуру. Он связан с пространством. Он знает, что происходит в пространстве, а пространство – это, во-первых, источник безграничных знаний, а во-вторых, это поле всех возможностей. Вот, мы когда на курсе Грахи изучаем гуру, мы говорим, что в пространстве есть все. Не только что все есть пространство, а там есть все. И поэтому все, что существует, находится в пространстве. И это безграничное поле любых объектов, ответов, решений, знаний, вещей и предметов. Вот. Поэтому он показывает безграничность возможностей. И это противоположность ограничений, трудностей и нехватки. То есть как бы вот, ну, безграничный океан всего. Вот. А то, что кету, он это делает, то, что делает гуру, но делает это некоторым таким мистичным образом. То есть это мистические знания. Поэтому он не гуру в чистом виде, а в нем есть ну, вот эта вот иррациональность, таинственность, волшебность. Да, вот он делает это волшебным мистическим образом. Поэтому это одновременно и мистические знания. Вот. Ну и, в принципе, этот казак Мамай, он тоже как бы мудрый человек, поэтому это гуру, он все знает. И он таинственный такой, мистический, как вот Мальфар, да, или Волх, воин, Волх. Характерный. Характерник, да, вот это то, что когда-то были особенные воины, да. Он так описывается в произведениях, что он вроде воин, но никто не видел его воевавшим. Он помогает какому-то конкретному воину и целым армиям, войскам, но мистическим образом. Он физически ничего не делает. Своим присутствием, некоторым влиянием, взглядом, воздействием он делает это с помощью таинственных сил. Ну, фактически получается, что, ну вот, как бы мне такое современное слово навеивается, синхронизация. Ну, то есть, ну, как бы перед тем, чтобы, ну, как бы что-либо сделать, нужно как бы синхронизироваться с основным каким-то процессом, и потом на основании этого ты можешь как бы делать, ну,
ну, грубо говоря, имеешь право, то есть, ну, как бы, ну, или, ну, можно ли так сказать? Ну да, синхронизироваться, сонастроиться. Да, другие слова трудно подобрать. Это вот трудно объяснить какой-то конкретной формулировкой, но, может быть, через пример это будет понятнее. Вот я как бы знаю, что мне делать. Или сегодня, или в ближайшее время, в этот час, или в ближайшую неделю. И если я вот это не обращусь в виде молитвы Ганапати или в виде какого-то созерцания по типу казака Мамая или какой-то другой практики, эм, ну, созерцания и сонастроенности, тогда я могу и начать делать то, что мне казалось правильным. Но вот это, что мне кажется, что нужно делать и как нужно делать, мне говорит, скорее всего, логика и интеллект на основе некоторой информации. А если я прочитаю мантру Ганеша или какую-то другую подобную, выполню практику медитации или созерцания, прочитаю какую-то молитву, которая реально работает и дает мне очищение восприятия, утончение сознания, тогда ко мне приходят некоторые другие тонкие такие, ну, состояния, да, или мысли и состояния, не конкретные знаки, вот такие явные, как знамения. И я думаю, так я забыл сделать что-то другое, более важное, и я все это отставляю. То есть вот эта вот сонастроенность, как вы сказали, или синхронизация, она мне позволяет увидеть, что, может быть, я от чего-то отстал, и мне нужно догонять. Может быть, я слишком рвусь вперед, и мне нужно пока не спешить. Или есть что-то более важное, более ценное. Ну, то, что больше в соответствии вот, как бы с велением высших сил и соответствующее моей миссии. Вот. И тогда то, что мне казалось правильным до обращения к высшим силам, оно уходит на второй план и выходит что-то другое. И если я доверяю вот этому опыту, очень тонкому, ну, в виде осознания или восприятия, я говорю, ну, я буду делать нечто другое. Вот. А кто мне сказал? Ну, пространство сказала, Ганеша сказал, пришел казак Мамай пошептал, или как-то высшие силы, ну, навеяли. Вот. И что тут сложное, это такие тонкие ощущения. Бывают, конечно, конкретные там мысли, что вот давно нужно было сделать вот это, я все забывал, а сейчас чувствую, пришло время это сделать. Вот. Но это больше частный случай, когда это уже явное воспоминание, что недоделанное дело, невыполненный долг, неисполненное обещание. Вот. А чаще всего такие тонкие ощущения, они говорят, что ну, осознай, что есть нечто другое, и поэтому нужно переформатировать свои планы. Вот. И вот это вот обращение к подобным сущностям. Очень интересно, какие они в других культурах и традициях, религиях. Вот. Ну, по сути, это все виды проводников, правильно? Те, кто соединяют миры, тех, кто проводит, тех, кто, ну, как бы служитель рядом с главным. Вот такие аналогии по ощущениям. Да, это проводники. Это первые, с которыми мы сталкиваемся перед тем, как прийти к высшим силам. И, во-первых, они нас перепроверяют на, скажем, там, честность или какую-то адекватность. А во-вторых, они могут выполнить то, что нужно нам, и как бы все довести дело до конца, не обращаясь как бы еще к более высоким силам, все это решить на своем уровне. Вот. И тогда и мы не беспокоим слишком высшие силы и видим, что даже на этом уровне это все работает. То есть я прочитал просто мантру какому-то, скажем, там не высшему божеству или богу, просто Ганеше, а у меня нет препятствий, дело идет, я не ошибся, решение правильное, все получается. И тогда я думаю, а если я буду еще к более высоким силам обращаться, будет еще гораздо лучше. И то, что они проводники или как бы первые нас встречающие, я вот не помню, но, по-моему, где-то написано, что он как привратник, он стоит при вратах и решает, кого пустить, не пустить. Вот это то, что роль привратника и показывает, что это проводник. Привратник решает, нам открыть ворота или дверь, или не открыть. И если он решает открыть, он нам скажет, тебе вот в том направлении. Там, налево второй этаж, там тебя кто-то ждет. Привратник и одновременно проводник. У нас есть плохие значения, да, это консьерж и вахтер. А привратник, но он стоит на входе и говорит кому куда. В хорошем смысле этого слова. Или говорит, вам вообще не сюда, и вам это не нужно. То есть он отсеивает сразу вот эти первичные ошибки.
Антон Михайлович, вот еще также хотел поделиться случаем из практики. Ну, как бы, во время, ну, как бы, знаете, ум бывает неспокойный, и какие-то мысли, да, время от времени, ну, или прокрадываются, или, да, могут тебя сбить, ну, там, или отвлечь. И была такая смешная ситуация, что я читал мантру Ганеша, и одна мысль, ну, как бы закрадывается, и как бы ум привык уже, какая-то есть привычка, и он такой отсекает ее, пытается ее отсечь, а потом до него доходит, что это же ответ тебе. Ты, ну, ты говоришь, но не слушаешь в ответ. Ну, и вот это было, ну, смешно, и это было откровением, ну, как бы во внутреннем мире, как бы, что после того, как ты обратился, еще некоторое время нужно посидеть, послушать, ну, как бы, что тебе ответили, иначе, ну, как бы ты можешь упустить, ну, такой опыт. Да, это хорошо, что вы нам об этом напомнили. Ну, чаще всего кажется, что это и так понятно. Молитва или мантра – это же обращение. И если мы обращаемся, мы же ждем чего-то в ответ. А обращаться и не ждать ничего в ответ – это вот некоторое поведение детей, даже женщин, когда она задает вопрос, и видно, что ответ ей не нужен. И тогда ты думаешь, ну а зачем ты задала вопрос, тебе ответ не нужен. То есть она спросила и ушла. Ну вот. И это выглядит некоторым таким абсурдом. Вот. Но когда мы понимаем, что ребенок, он незрелый, он задал вопрос и ушел, или женщина хочет там эскалировать конфликт или просто там о чем-то заявить, она задает вопрос и уходит, ну да, и мы понимаем, что это неправильно, так не стоит делать. Но когда мы читаем мантры, молитвы и не слышим, что приходит в ответ, какие ощущения и мысли, мы похожи на вот этих людей, которые задают вопросы, просто чтобы его задать, а не услышать ответ. И нам должно быть напоминанием, что молишься, читаешь мантру, обращаешься, жди ответных результатов. И не жди в виде там какого-то сверхъестественного события, яркого знамения, там кто-то прилетит или что-то такое. Мысли или ощущения, которые приходят, являются ответом. Будь к ним внимательным. Вот. И хорошо, что вы это нам напоминаете. Махариши Махеш Йоги также рекомендовал и обычную мантру в тхьяне, в трансцендентальной медитации, и тем более в ТМ-ситхе, когда мантры уже более концентрированные и сложные. Вот, ты ее говоришь, и потом 15 секунд ждешь. Но ждешь не в смысле, чтобы скорее время прошло и снова сказать, а какие осознания, какие ощущения, какое восприятие. Вот. И важно нам помнить, что важны не образы визуализации, а либо осязательные ощущения, тогда это силы тебя касаются, это прикосновение высших сил, либо осознание, которые приходят, мысли, понимание, осознание. Но быть осторожными с визуализациями и образами. Осязательные ощущения, восприятие, как есть такое выражение, мысли-образы, или осознание, это как вот прояснение, понимание, ну, прояснение или понимание. В высшей степени это озарение, но это редко бывает. А так я что-то понял, что раньше не понимал. Я понял, что сейчас нужно делать и как нужно делать. Антон Михайлович, благодарю вас. Это просто вы еще очень закономерно показываете, то есть как это, ну, как бы, ну, более разумно. Я просто, мне как бы так получается, мне приходится осмысливать, ну, уже тот опыт, который со мной произошел, приходится его осмысливать, переосмысливать, и только, ну, как бы таким способом, ну, искать там ошибки свои, ну, как бы, пока он не станет таким, ну, явным, ну, цельным. Ну, тогда это можно, как бы, получается, отпустить. Как бы, ну, это явно, что ты извлек, ну, урок или понял, ну, как, да, в таком контексте. А если еще ты сам, ну, как бы появляется какое-то или сомнение, или там, ну, еще ты думаешь какой-то вариант, то это еще, ну, как недоработано получается. Ну, сомнение, такой вопрос неоднозначный и сложный. Иногда сомнения возникают из-за того, что недостаточная концентрация или интенсивность того, что приходит. То есть пришла мысль, и она тонкая, легкая, такая, ну не то что поверхностная, неявная, смутная. И у меня возникают сомнения, а правильно ли я понял, правильно я прочувствовал,
правильно ко мне пришло. Это сомнение из-за того, что это все-таки сфера мышления, это тонкая сфера, высшая, и мы не уверены и в самих мыслях, которые приходят, и в их правильной интерпретации. Вот. И тогда, если так, то можно подождать более явного ответа, переспросить или что-то еще в этом направлении сделать, чтобы убедиться в том, что я правильно это осознаю, интерпретирую. А другой вид сомнения, который очень похож на это когда я предвижу некоторые последствия, они негативные, они меня предупреждают о том, что не нужно делать. Как вот страх предупреждает о опасности, беспокойство – это такой некоторый вид страха, а более тонкий страх – это неуверенность, сомнение. Это страх тонкого уровня, и вот иногда это может быть сомнением от того, что решение, которое я принимаю, оно неверное, и лучше этого не делать. Или последствия, которые мне кажутся явными, они меня обманывают. И я не вижу некоторых скрытых последствий. Вот. И как мне об этом сказать, что все понятно, допустим, я там покупаю или продаю, есть договор, есть там юрист, адвокат, нотариус, все четко, мне кажется, где-то может быть подвох. Вот. Но при внимательности к, скажем, мыслям, при практике духовной мне приходит сомнение. Что-то здесь нечисто. И вот. Это другой тип сомнений, когда меня предупреждают те силы, которые не могут мне дать явный знак. Они не могут заставить, скажем, там нотариуса мне вербализировать, не подписывать. Вот эти сомнения другого рода, они мне показывают о том, что я чего-то не замечаю. И последствия, или, как сказать, надежды, предполагаемые результаты будут сильно отличаться, и мне нужно пересмотреть и, возможно, даже ничего не делать. Вот. И вот эти вот два вида сомнения, когда я не уверен в своих ощущениях, в своих мыслях, в своих осознаниях. И сомнения как такой страх определенного рода, который меня от чем-то отговаривает, их очень трудно отличить. Даже это одно и то же слово – сомнение. Вот. И поэтому нам нужно в этом тренироваться как-то и различать. Первые сомнения, они нам мешают, мы не уверены в том, что мы правильно поняли, скажем, мысль, знамение, указание, осознание, которое пришло, это нам мешает. А вторые сомнения нам помогают, и нам нужно к ним быть более внимательными и, скажем, корректировать свои решения. В данном случае это уже предмет практики. То, что вы сказали, то есть это нужно уже перепроверять на своих ощущениях непосредственно, и тогда потом уже тело подскажет, с одним типом сомнений будут связаны определенные ощущения в теле, то есть, ты заметишь, да, и с другим типом, и тогда, соответственно, ты сможешь, уже по обратной связи, лучше понимать, как работает твой, чувствительный радар, если так можно сказать. Да, и вот вы правильно напомнили про тело, и вот, кстати, прислали вопрос организаторы из чата. Часто говорят про мурашки. Мурашки, я не знаю, что это в русском языке, да? Это такие бегающие по телу ощущения. А в украинском языке это муравьи, правильно? Наверное, Мурахи. мурахи, да. Или маленькие мурахи, это мурашки. То есть, когда по телу есть некоторое осязательное ощущение, что там будто кто-то бегает, но там никто не бегает. Вот. Опыт вот этих мурах, насекомых мурашек, это же осязательное ощущение. Вот. Да, Если оно приходит, это тело на что-то реагирует. И, скажем, интеллект вообще не в этой области, да, разум не видит закономерных причин, да, или принципов, на которые нужно реагировать. Вот, восприятие либо отвлечено, либо недостаточно утончено, а тело может реагировать, потому что есть некоторая связь тела, с окружением, с полем, с мирозданием, и хотя бы через тело приходят эти ощущения. Вот, поэтому на них тоже можно обращать внимание, они зря не приходят. Вот. А как это интерпретировать, вы правильно сказали, практиковать, смотреть на последствия, вот, и постепенно будет навык этот улучшаться. Просто, к примеру, насколько по-разному это может работать. Занимаюсь йогой в группе. Неоднократно была такая ситуация, что мы, договариваясь испытывать определенные
эмоцию или определенное ощущение, или наоборот созерцали один объект, ну а у всех, соответственно, были разные ощущения. И интересно было, что, например, ну, условно я скажу, что радость, да, ну, к примеру, я в кавычках, радость одними была испытана как давление, другими как легкость и парение, третьими как все растеклось, а у четвертых загорелось. Ну, то есть, а у некоторых просто сжималось, а некоторые ничего не чувствовали, хотя они тоже улыбались и ощущали, но они просто этого не могли описать, ну, то есть и в теле не могли это ощутить, но они тоже ну, явно чувствовали эффект от этого. Ну, вот, ну, к примеру, что насколько разные одни и те же ощущения, насколько по-разному могут работать в теле. Да, благодарю. Да, э, и я как человек, который, допустим, интересуется языками, значением слов, лексикой и происхождением этимологии, вот у меня всегда при вот этих описаниях возникает как бы такой научный интерес. Когда мы говорим радость для вот этих людей, мы вроде бы поговорим об одном понятии, но они описывают его в разных ощущениях. И не может быть такого вот как бы парадоксального, что разные состояния ощущения они называют радостью. И на самом деле есть разные виды радости и нет общего понимания. А еще более сложный для меня вопрос. Вот, когда мы говорим вот этим людям, которым мы договорились тренироваться, практиковать слово «радость», они понимают значение этого слова. А откуда они его узнали? То есть, когда они узнавали значение слова «радость», откуда? То есть, предмет вот мне показывает, это яблоко, это дерево. А что им такое показали или дали почувствовать и сказали, вот это у тебя радость? То есть, как они научились понимать значение слова «радость»? И это такой вопрос очень нетривиальный. Не, ну, с точки зрения психологии, то, конечно, первые азы этого ощущения дают родители, когда берут тебя на руки. Ну, то есть это тактильное Ну ощущение. да, ну и как? Они берут, вот сейчас ты радуешься, запомни, то, что Не, человек я радуется, говорю, а как? это тактильное ощущение. То есть это, Да, ну, как как бы, ребенок связывает вот эти ощущения, опыт свой со словом радость? Откуда э, он знает то, что он чувствует, нужно называть именно радостью, а не, Э, допустим, там не, приятность, наслаждение. не, это вы уже, ваш вопрос уже касается вербализации. То есть, когда ребенок, когда он связывает с объектом каким-то, но до этого он это испытывает постоянно, и потом уже это как-то называется. Вот, ну, в такой, как бы. Так, а правильно ли это называется? Это вопрос нетривиальный, мы когда-то его долго исследовали, и сейчас просто на него указал, может быть, как-то отдельно об этом поговорим. Да, конечно. Вот, то есть э, не подменилось ли понятие на что-то очень похожее? Вот. То, что мы все используем радость, в этом нет сомнения. И поэтому там работают высшие тонкие силы, мы правильно чувствуем грахи все одинаково. Но есть некоторые нюансы очень серьезные. И вот откуда берется, когда вот мы говорим слово «любовь», вроде все знают, что это такое. Но откуда эти люди знают? Вот. И не подменяют ли они какое-то другое ощущение этим словом? Да, конечно. Источник в данном случае вопрос источника ну, становится. И, ну, и, соответственно, и следующий вопрос иерархии. Да, есть источник, то есть источник слова – это его суть или смысл. И источник ощущения, которое приходит и дает. И нам нужно не спутать, чтобы соответствующей сути слова делать ассоциацию, это уже как бы, психологическое понятие, соответствующей силе ощущения, которые приходят. И если вот эту ассоциацию, взаимосвязь мы исказим, перепутаем, нарушим, тогда и возникают вот эти все нюансы. И, может быть, все люди по-разному чувствуют радость, а может быть, они разные ощущения называют радостью. Вот. И тут есть интересное поле для исследования, и это не просто, чтобы вот отвлечь от каких-то серьезных там дел, от зарабатывания денег или это. Этим занимались великие мудрецы, и вот йога-сутры Патанджали, я не помню, то ли вторая, то ли третья глава, посвящены этому, как объекты связываются с именами. И если мы это прочувствуем, приходит очень сильное осознание, есть объекты внешний мир, есть ощущение смыслов где-то внутри, есть осознание, что этот объект имеет такое имя, и мы это осознаем. Это очень тонкий процесс, если мы его прочувствуем, то и становится причина как понимания, так и непонимания. Вот. Ну, это философские вещи, я просто хотел о них упомянуть, и на них сильно отвлекаться не будем. Давайте к чему-то более практичному перейдем.
Ну, в данном случае просто хотел добавить, что действительно то, что вы сказали, еще очень перекликается как с уровнем Махабхут и Танмантр. То есть, когда Махабхуты являются уже проявлениями каких-то вибраций, которые существуют, ну, на более изначальном глубоком уровне. Да, пхуты – это, кажется, очень… Ну, махабхута – это вроде сильное явление, а там есть еще более главный корень – пхуты, пхут. Вот. Но я недавно снова обратился к этой моей любимой этимологии, и пхут состоит из двух корней. И главное там пху – это бу, это корень би в английском, быть, буты, бытие – это то, что существует. Вот, то есть пхута от слова пху – это то, что существует, какая-то сущность или суть, которая есть и существует, и мы констатируем ее существование. И вот этот момент констатации существования, как нам это потом обозначить? Каким-то понятием. Вот. И из существования пху возникают носители существования, духи, пхуты. Пхуты – это еще и духи, одно из значений. Вот эти духи носят опыт осознавания сущности. Вот. А танмантра – это уже объекты, ну, как сказать, проявления. Антон Михайлович, ну, сегодня мы немного по времени ограничены проведением, и мы практически исчерпали лимит времени. Как бы я бы хотел, ну, как вы указывали ранее, быть ну, в соответствии с регламентом нужным. Я бы хотел еще как бы ну, в завершение такой ну, импровизированной темы о Ганеше, о звуке, о пространстве и как бы и о вибрациях, да, и о том, о связи этого, ну, как бы этих явлений с нами непосредственно, с нашими действиями в разных сферах, да, и о том, что мы вот, как вы очень красиво показали, спасибо большое, очень ценно и важно было, особенно про сомнения, которые вы указали. То есть мы чаще всего хотим просто убрать сомнения и думаем, что они не нужны, и как бы что это что-то темное, что-то ненужное. Но, как показывает практика, то есть недостаточно просто что-то отсечь, как бы, ну, как бы это снижает диапазон восприятия, как бы, и то, что вы указали, очень важно и ценно, как ориентиры, что нужно перепроверять и это. Благодарю вас. Если можно, подытожьте. Ну, главный итог, он как-то неявно, возможно, был сформулирован. Я бы хотел подвести такой, что мы находимся в разных планах бытия. Вовне мы получаем результаты действий, внутри мы получаем ощущения, опыт взаимодействия, опыт сил, может быть, даже чувств. И это очень большая разница. Вовне мы что-то понимаем логически, как объекты, результаты, плоды действия, а внутри мы что-то проживаем и ощущаем. И это разные сферы. Но обращение к высшим силам, к Ганеше, Ганапати или каким-то другим, скажем, ну, тонким силам, божественным, небесным, они происходят и не вовне, хотя мы используем ритуалы, действия, там, иконы, мурти. Вот. И внутри это не совсем то место, где мы с ними взаимодействуем. Они происходят в высшей реальности, реальности тонкое осознание. Вот. И поэтому, если мы обращаемся к высшим силам, мы обращаемся к силам сознания. То есть Бог – это абсолют, это сила сознания, это космическое сознание. И мы его не объектно можем констатировать, и даже его не чувствовать на уровне там, сердца, любви, души, а мы должны его осознать. И потом, когда мы его осознаем, у нас происходит состояние удовлетворения, радости, счастья. Но это не сам Бог, счастье, любовь, радость, а это реакция меня на то, что он есть, и я получаю его опыт. Вот. И поэтому мы должны это всегда разделять. Зачем я все это делаю? Ну, может быть, для получения духовного опыта, может быть, для состояния внутреннего счастья, а может быть, для внешних плодов, но при этом обращаюсь к высшей силе. Вот. И я не должен оценивать свой опыт, ну, скажем, взаимодействия с высшими силами не только во внешних результатах и плодах,
а еще в внутренних, скажем, эмоциях и чувствах. Вот. Либо я это осознаю, тогда я правильно это делаю, это работает, и мне это поможет ясностью сознания, чистотой восприятия и вытекающих из этих последствий внутренних сил и внешних результатов. Если я не осознаю, если я не воспринимаю, а делаю это механистически, а тем более ничего не чувствую, тогда я не получу результатов, и мне не стоит обращаться к высшим силам. Вот. А это ведическая традиция, там родноверская, старославянская, прославянская, или какая-то другая, вот этот принцип один и тот же. Ну, спасибо, Антон Михайлович, большое за такие наставления, рекомендации. Ну, то есть действительно, что знания являются основой, ну, как бы любой культуры, и, то есть и понимание как бы является, ну, как бы используется принцип, и он одинаковый для всех культур, для всех сутей. Да, это, с одной стороны, самое глубокое, фундаментальное и важное, но, с другой стороны, это очень абстрактное и тонкое, и это трудно понять. Поэтому многим кажется это ненужной философией, вот, непрактичным знанием, но оно тоже есть, и не всем оно нужно, потому что не у всех философский склад ума или восприятия, или личности. Вот. Но тех, кто интересует первопричины, фундаментальные принципы, законы осознания восприятия, на основании которых происходит все остальное. Наши решения, наши действия, наши плоды, и потом уже состояние там, радости, счастья, удовлетворения, творения. Вот. То есть иногда стоит посмотреть в основу того, что происходит. Вот. И вот эта вот тройка писателей, зри в корень. Вот. То есть сознание – основа всего. А Махариши говорил то же самое, что сознание – основа обучения, сознание – основа всех знаний. Вот. Все знание находится в сознании, или так. Ну, основа, в смысле, находится как, обладает фундаментом или основой. И если с сознанием, осознанностью что-то не так, то никакие знания не помогут. А без знаний не будет правильных плодов и ощущения того опыта, который мне нужен, который меня усиливает. Поэтому в корень, в эту основу, в этот фундамент стоит обращать внимание в виде духовных практик или каких-то других действий. Вот. И в украинской традиции это казак Мамай нам об этом постоянно напоминает, и раньше он висел в каждой хате. То есть прежде чем что-то сделать, посозерцай, не спеши, посозерцай, и будет все гораздо лучше. Ну, на этой ноте мы завершим Да, с этим сегодняшнее. напутствием будем завершать. Антон Михайлович, Благодарю вас, благодарю Сергей. вас. Это очень важно и ценно. Спасибо, что раскрываете и показываете, как это знание работает реально и в разных культурах, и сам принцип отражается. Благодарю вас. До следующих встреч. Благодарю, Сергей, за хорошие, важные, не такие простые вопросы. Спасибо организаторам за организацию и благодарю Источник знаний. До следующей встречи через неделю в четверг.